Привет, это канал о моде Гоши Карцева, а я кто? Правильно, Гоша Карцев. Сегодня производители ароматов попробуют отличить оригинальный парфюм от поддельного, а мы с экспертом будем за ними следить. Это шоу «Ты модель или подделка». Вы плохо пахнете? Тогда мы идем к вам. Основатель Nose Perfumes, концептуалист, авангардист и вообще приятный человек Тимур Солодов. Яна говорит, что создает парфюм в стиле артхаус. Что это значит, я не понимаю. Но свои ароматы магма она называет нишевыми. Задорный Валерий Соколов делает авторскую парфюмерию Le Renoir. Приехал специально из Петербурга. Может, там пахнет по-особенному? Создатель Этер Парфам Мария. Эстет, выпускница парфюмерных институтов. Преподают ли там контрафакт? Узнаем сегодня. Яна Виндзор была журналистом, а стала бизнес-вумен. Ее марка Windsor Soap одна из самых популярных в Москве. Ян, спасибо за подарки. К подделкам я отношусь отрицательно. Это паразитирование на чужой работе, на чужих брендах. Люди всегда будут что-то подделывать, потому что выгодно продать дешевле. Да это не хорошо, не плохо, это просто другая ниша. Духи отличаются друг от друга скорее не ингредиентами, а той атмосферой, философией. Ну, слушай, я не знаю, понимаешь, как это оценивать. Это нужно оценивать с точки зрения, наверное, потребления. То есть хорошо для чего. Сегодняшним экспертом будет фетишист, но он сам себя так называет. Единственный вменяемый видеоблогер Нос в России. У Макса еще есть магаз. Ссылки на всех героев в описании, а в конце ролика розыгрыш. Я занимаюсь парфюмерией, продажей парфюмерии в первую очередь, но, конечно же, вся моя жизнь посвящена запахам. Ты торгаш, что ли? Как-то не очень, я сказал. Почему фетиш парфюм? Потому что меня как-то кто-то раз назвал фетишистом, и все, и так зацепилось. Мне это не порнографично слишком звучит. Зато цепка. А ты фетишист? Да. Хорошо, нормальное начало. Versace Bright Crystal. 700 рублей или 6735. Хо-хо. Versace. Интересно, что это у нас такое? Versace. Здесь аромат, он похож, но мне кажется, он более плоский, он менее диффузный. Ну вот этот глубже, более мускусный, более диффузный, мне кажется. А как отличить оригинал от фейка? По флакону. Самый простой способ по флакону. Как ни крути, и насколько дешевые бы флаконы не были, там используются хорошие технологии нанесения, гравировки. Какая-то маркировка должна быть на продукции? Сейчас с 1 октября ввели такой небольшой акциз, честный знак, и каждый флакон маркируется по QR-коду. Чтобы не наткнуться на данный момент на подделку, когда вы наводите на этот QR-код, если я не ошибаюсь, будет конечный магазин там, где вы купили. Если все сходится, то все окей. Странно, что здесь пробка посимпатичнее сверху, но она легче и не вщелкивается туда. Небольшие сколы. Так, интересно. Но по этикетке понятно, что вот здесь меньше информации. Скорее всего, это фейк. Меня смущает. Я считаю, что более подкрашенная жидкость должна быть у фейковых духов. Я считаю, что это оригинал, мне он показался более глубоким, более насыщенным. Я почему-то так и думал. Аромат в этом флаконе мне кажется настоящим. Это было просто. Я считаю, что вот это оригинал. Юху! Хотя бы один, правильно, точно уже есть. Я считаю, что это оригинал. Ура. По многим признакам я считаю, что вот это оригинал. Так, давай, мне стало интересно. Так, давайте следующее. Это так забавно, на самом деле. Парфюмерия — это не только запах, это целый ритуал. Знаешь, когда ты сигарету поджигаешь, то же самое. Тебе же не никотин нужно, тебе вот этот весь ритуал, так же и тут. Ты берешь, чувствуешь вес флакона, чувствуешь, как крышка, сколько весит. Реально это нравится, конечно, приносит это восторг. Конечно, спрей, как нажимается. На некоторых так отстойно нажимается, на некоторых плавно. Большой спрей, круто распыляет. Потом щелкает крышка, потом ты ставишь это все в шкатулку. Поэтому это не только запах. Шкатулку. Шанель номер 5. 6690 рублей. Или 700. Шанель номер 5, классика. Классика. Решили по классике пойти, да? О, да, я ненавижу, если честно, Шанель номер 5. Уже достаточно по флакону предположить, что вот это оригинал, а вот это фейк, потому что у Шанель этикетки, они с выпуклыми буквами. А здесь буквы плоские, это не в стиле Шанель. Этикетка более дешевая, я это вижу. В правой руке она с объемом.
Вообще все эти моменты, вот эти дизайнерские, очень много косяков у самих производителей. Даже у Форда может быть немного кривая наклейка. Нужно знать, как выглядит сам оригинал, чтобы отличить подделку, потому что вот подделки Лилабо, они настолько круто сделаны, у них печать лучше, чем на... Ну, она просто немного другая, чем на оригинале. В шмотках тоже такая бывает история. Я понюхаю, конечно же. Я считаю, что вот это настоящий. Блин, ну вы бы хоть постарались. Пиздец, просто фейк. Та-дам. 1-1. Но к винтажу какому-то вот этот может быть и ближе фейк. Но мне кажется, что это оригинал. Ах, надо было верить. Я считаю, что вот это оригинал. Есть. Хотя очень качественно сделана композиция в подделке. В общем, это оригинальный флакон. Хотя это, ну, неплохая реплика. Ты знаешь, как он пахнет? Конечно. Опиши. Альдегиды. Даже немного странно, что ты не знаешь, как он звучит. Его знает весь мир. Это самый продающий аромат. Ты эксперт по парфюмерии. Почему Ну, ты Шанель сказал? номер 5. Вообще он меня не вызывает никакого ощущения, кроме флакона. Эрнест типа, Бо. Связан с Россией. Ладно. Пако Рабан Леди Миллиан 9445 или 700 рублей. С какой стороны к этому подойти? Я даже боюсь. Пако Рабан, здорово. А ничего, что здесь вообще как бы разные? Пардон. Визуально выигрывает вот этот флакон. Здесь более качественное стекло, без сколов, с ровненькими швами. Здесь плохо сделан спрей, вообще в целом выглядит упаковка некачественно. Здесь я вижу зубцы на пластике. Вот этот прям пахнет каким-то рифгошем, прям как фон в нем. Ну, стандартный Пако Рабан. Коммерчески успешный аромат. Вот. Некоторые ароматы уже пахнут, вот, и хочется описать, Литуаль за 5000. 5000 для тебя это реально такая, это для меня, мне кажется, это вообще, ну, 8000 это потолок для средней цены аромата. Ну вот диптих 8000, по-моему, стоит. Такие ароматы, они пахнут стандартно, то есть рифгошем, Литуалем, то, когда вот заходит какой-то мужик, рифгош, я Попсово. такой, ай, фу, не люблю. То есть вот этот вот характер. Считаю, что это самое оно. 2-1. Но я голосую за этот вариант, что это настоящий аромат. Ура! Я считаю, что вот это оригинал. Юху! И я просто супер. Ну, это запах скучный, я ничего не приобрету, поэтому я просто не буду нюхать и скажу, что это фейк, а это оригинал. Я считаю, что вот это фейк, а вот это настоящий. Вообще, в целом, я, конечно, поражена засилием амбровых запахов, каких-то супер моно, когда люди, на самом деле, очень, видимо, вкладываются в фантик, а внутри... Ну, Вообще холдинг Push, вот этот вот Пако Рабан, сейчас модный дом существует исключительно за счет продажи аромата. И они делают показы только как новостной повод. То есть им вообще даже в целом не важно, как продается это в бутиках, потому что они просто существуют, и холдингу парфюмерному принадлежит модный дом. Dolce Gabbana Light Blue 7253 рубля или 700. Наш любимый Light Blue, да? Я что-то не то сделала. Сейчас я... Опа! Где спрей? Началось. Здесь вообще нет спрея. Я не знаю, это нормально для оригинала или подделки, да? Расскажу тебе историю. Мы купили их, но мы не открывали. И прикинь, фейковый мы открыли прям, мы оригинал открывали, а фейковый мы открыли прямо на съемке, там реально нету распылителя, прикинь. Мы такие, ну пофиг. Типа, Ну, это пусть странно посмотрим. как-то. Ну да, просто они Типа без даже... пульверизатора. Да, даже. они просто даже не парились. Это совсем грубая подделка, я считаю. Мгм. Так, по флакону. Блин, они очень похожи внешне. Сразу могу сказать по оттенку крышки, а здесь не тот оттенок, и здесь нет спрея, она просто, ну, сломана. Как им пользоваться, я не знаю. Ну, вот это похоже на тот Light Blue, который я помню из начала 2000-х. Просто ради интереса все равно какой-то выдавил каплю. Но очевидно, что это подделка. Аромат говно, короче. я бы с большим удовольствием послушал бы эту, но я не понимаю, как. У нее как бы уже нет распылителя. Что это? А запах, кстати, один, что удивительно. Ну, не, 100% это настоящий, вот это фейк. Не, ну по-любому вот это носить можно. Это true. Кстати, у него еще и фигово вот это надевается.
она отваливается. Она слишком ядерного цвета. Я этот аромат просто хорошо знаю, помню. Это он. И я знала, это он. Я им пользовалась. Я выбираю вот этот флакон. Есть. Вот этот хороший классический Light Blue. Это оригинал. Ну, реально говно аромат. Просто я не знаю, кто его будет покупать. Ну, может быть, для кошки подойдет, я не знаю. А какие ароматы изначально 100% мужские в плане, ну, состав? Или как это у вас там? Группа ароматов. Не группа, а соединение или... Да нету никаких разделений. Просто есть вот в люксовой парфюмерии откровенно просто женские ароматы. А вот как раз в мужском гендере он не так, ну то есть на женщинах очень легко использовать мужские ароматы, откровенно мужские. Ив Сен-Лоран Black Opium 8400 рублей или 700 рублей. О боже мой, старушачьи флакончики. Ну это такой легендарный аромат, и причем он мне очень нравится, хотя он очень попсовый. Я думаю, что здесь будет очень просто определить, поделка очень грубая. Я уже сразу увидел. Здесь мне тяжелее, потому что упаковка довольно качественная, и она идентичная. Кажется, что вот это оригинал. Здесь менее аккуратно швы сделаны. Какие-то полосы кривые, здесь ровнее. Я думаю, что вот это настоящий, потому что эта штука в пару раз тяжелее, она с больше блесток. Сладенькая, животненькая, такой мягенько сбалансированная. Вот эта версия кажется оригинальной, просто потому что здесь опять все невзрачно и быстро теряется структура аромата, он прям рассыпается, да? Слушайте, а какой он вкусненький, я даже не знала. Идите, ну правда. Гоша, где вы это взяли? Я снова не хочу быть поверхностным, но мне кажется, они сначала определяют по бутылочке, когда уверены, они говорят. Да, Тут- такое может быть. Я тоже уверен, что они потом прошарили и начали, хитрить. Но опять же, ну то есть здесь люди, которые не увлекаются парфюмерией, мне кажется, могут не понимать. Может быть, это, мне сразу как-то в нос бросается. Ну, очевидно просто, что вот эта вот подделка, то есть люди просто не заморачивались особо, там где-то, может быть, в Египте или где-то в какой-то арабской стране быстренько там что-то придумали, но я считаю, что это оригинал, да. Но это хорошая подделка. Аромат подделки мне понравился больше. Я считаю, что вот это оригинал. Fake, true. Мне кажется, что это подделка, это оригинал. Ура! Я считаю, что из представленных ароматов в этой итерации оригинал вот это... Правда. Гоша, где вы это взяли? Я не понимаю, ну серьезно. Вот такие коммерческие ароматы, как One Million, Black Opium и все в этом духе, они делаются как раз-таки не за полгода, не за год, а гораздо-гораздо. Очень ограниченный бюджет, очень ограниченные сроки, поэтому идея не раскрыта, как в нишевых ароматах. Поэтому эти ароматы им не уделяются достаточного времени. Ты думаешь, что когда изначально придумывали там опиум и там Шанель номер 5, они делали это за неделю? Не-не-нет. А вот новые, которые, да? Новые, которые сейчас выходят, например, там Изи Миаки, Виктор & Рольф и прочие ароматы, они, да. И их делают те же парфюмеры, которые, условно говоря, до обеда делают одушку для нового Тайда, а после обеда занимаются... Я правда говорю? Ну, я почему-то в это верю. Ну, просто холдинг-то один, Ну да. грубо говоря. Но Тайд вряд ли Типа холдинг. Hugo Boss, который выходит, у них уже есть эта база, и они... Ненавижу Hugo Boss. У меня травма. Ой, особенно Ультравайлет. Супер игра. Одеколон Паша. 101 рубль. Вот зря ты его на стол прям положил. А, вот так, да. Ну, окей, начнем с азов. Нашим героям нужно было определить, какого класса, сколько стоит, и вообще рассказать, что они думают по поводу аромата. А потом я перед ними поставил правильный ответ. Но это правда очень сложно. Если они грамотно ответят и угадают, это будет круто, потому что я сомневаюсь, что я бы мог бы правильно проанализировать, тем более после тех ароматов, которые мне показали. Это наш ужин. Абстрактная свежая зеленушка-компотик, как и многие масс-маркет. О, сейчас я чувствую гальбанум. Это такой зеленый, царапающий аж до... Вот где-то там, ближе к мозгу.
фужерная композиция. Я слышу в нем много травянистых нот. Начнем с того, что это Фаренгейт, кто-то там. Аромат, который похож на Фаренгейт диоровский. Слушай, это Фаренгейт. Прикинь, я никогда, ну то есть я не знаю Фаренгейт до такой степени, что два человека решили, что это Фаренгейт. То есть получается, что они реально сперли композицию. Базу, я думаю. База, да, Мгм. прикинь. Ну, Фаренгейт же очень узнаваемый. Ну, то есть, нет, он не очень узнаваемый, он такой прям... Его отчетливо можно осознать. Но ты офигеешь, когда зайдешь на сайт Новой Зари, там Форд есть, там прям флаконы даже они делают такие же. Ну это удивительная компания. Ну, цена, наверное, чуть ниже, чем люкс, скорее всего. Вот он был очень мокрый. Вот сейчас он стал такой поинтереснее. Но все равно это там, ну, 5000 рублей. Бог ты мой! Паша, будем знакомы. Недорогой одеколон. Да я за 200 рублей не купил бы даже. Одеколон Паша. Ну вот, ну короче, дешевый одеколон. Я думаю, что это сегмент масс-маркет, и примерно его стоимость до 100 евро. Ой, одеколон Паша. Масс-маркет до 100 евро. Какой масс-маркет 100 евро? 100 евро, это вообще-то уже 10 тысяч. Это уже, Ну какой-то масс-маркет, к алло. сожалению. Да. Блин, не знаю, мне кажется, дешево, до 1000 рублей. Одеколон Паша, ну да, Новая Заря, ясно. Они как раз любители делать версионные композиции, похожие на коммерчески успешные. Но это должен быть масс-маркет. Я думаю, что он должен стоить не дороже 2,5-3 тысяч. Ну, твою мать, вот выбирали одеколон Паша. Вы же послали конкретного человека. Как вы, мне просто хочется понять, как вы выбирали именно характер запаха для вот этой вот супер игры. Я по названию. Просто тупо название? А прикинь, насколько там... Это неправильная позиция. Нужно покупать, нужно разбираться во всем, нужно приучать себя к хорошему. Мы живем для хорошего, а не для того, чтобы, ну, мне нравится и ладно. Красная Москва, 792 рубля. Еще одна мятая бумажка, неужели? Ого! Ноты резины, таких покрышек автомобильных. Ну это интересный аромат, мне нравится. Но как нравится? То есть он во всяком случае интереснее, чем все, что я до этого послушал. Здесь очень много иононов, таких ирисовые, ионон бета, скорее всего. Есть такой материал, который дает такую пудровость аромата. Острое, горькое, животное, шалимарообразное что-то, но слишком горькое, какое-то на винтаж похожее. Каждый месяц наносят мне сюда вот на лысину его, когда выбривают мне вот здесь, когда меня стригут, мне наносят Красную Москву, чтобы не щипало, чтобы не было высыпаний. В Петербурге такие барберы? Да. Какой, зачем? А почему не лосьон какой-то? Ну, вместо лосьона какая разница. И как ты себя чувствуешь? Нормально. Можешь порекомендовать им Пашу, если что. Так, ну это Красная Москва. Структура, по крайней мере, Красной Москвы. Блин, я не знаю, он недорогой, потому что, ну, это же Новая Заря, у них все недорогое, поэтому я думаю, тоже где-то рублей 300, 600, 700 потолок. Извините. Прикольно. Не знаю, мне кажется, сильно недооценили эту малышку. Смешно будет, если это опять какой-нибудь не Паша, а Даша. Это красивее, это скорее женская штука. Я тут подороже. 7500. Да. Но это женский. Красная Москва. Кстати, Красная Москва очень недооцененный продукт. Это может стоить до 200 евро, не знаю почему. Красная Москва. Ну, из уважения к тому, кто это делает, ну, может, 1004, наверное, такая цена. Ну, класс, но я вижу, что это наша любимая красная... Ну, я не знаю, я очень давно не нюхал Красную Москву, вообще не похоже на Красную Москву, честное слово. Может быть, из Санта-Мария-Новелл за там невероятное количество денег, и, может быть, родственником одеколона Паши, потому что дико простой рефакторный профиль, где просто не роли. Ну ты видишь, я была абсолютно права. Господи, это Красная Москва, неужели? Слушай, я не знала, что пахнет не роли настолько тупо. 100%. Я почти уверен, если перелить Красную Москву в другой флакон, то типа, Да. ну все таки, что это за... Это нишевая парфюмерия. Потому что она сложная, реально.
Носите то, что вам нравится. Ну, конечно, покупать фейки, это поддерживать этот черный рынок, это нехорошо. Я не советую покупать фейк, я против этого. Я фигово отношусь к фейкам, потому что, ну, как производитель в том числе, потому что это кража чужого интеллектуального труда. Слушайте только себя, да. В парфюмерии только себя слушать надо. Я отвратительно отношусь к фейку, потому что, ну, фейк, господи, боже мой, ну, твою мать, ну, если у тебя есть возможности что-то в целом сделать, то есть сделай свое. Неужели тебе нечего сказать? Ты предлагаешь вместо того, чтобы покупать какой-то доступный аромат, то купить лучше классный, но в маленькой форме. И я говорю о том, что если у вас нету денег, извините. Извиняем. Если у вас есть 3-4 тысячи, не тратьте их на какую-то дешевую люксовую парфюмерию с известных полок и известных магазинов. Лучше поищите, изучите и купите что-то нишевое, интересное, что подчеркнет вашу индивидуальность. Такой серьезный, не могу. Опыт был интересный, мне было очень интересно сначала понюхать, конечно же, да, а потом уже рассмотреть флаконы, там придраться к мелочам каким-то внешним и так далее. Это потрясающий опыт, потому что открываются все твои сенсоры, обонятельные, чувствительные. Этот опыт для меня впервые, когда я сталкиваюсь именно с определением фейка и не фейка. В парфюмерии, наверное, достаточно несложно все-таки отличить подделку от оригинала. Это невероятно, невероятно интересно. Пожалуйста, зовите меня еще, потому что ну, это реально очень классный аттракцион, мне очень нравится. Я вообще, вы знаете мое отношение к фейку, если не знаете, посмотрите предыдущий ролик. Я желаю вам приятного вечерочка, потому что я уверен, что это все вечером вы смотрите. Всем пока. Пока. Итак, розыгрыш. Напиши комментарий на тему ролика, и мы случайным образом выберем победителя. Набор всех оригинальных ароматов из видео с моими сигнами. Не забудь подписаться и поставить лайк. Результаты в следующем выпуске. Ты модель или подделка?